Добрый вечер, дорогие гости канала, дорогие подписчики, рада вас всех приветствовать. Что ж, сегодня мы с вами будем работать над внезапной прибылью, будем использовать всю мощь, всю силу треугольника, будем активировать его действие, будем работать именно с прорывом. Поэтому я прошу вас не бояться. Очень часто, и я, в принципе, сама вам часто говорила о том, что с треугольниками, да, действительно сложно работать, но тем не менее не стоит бояться. Да, мы уже все давным-давно с вами вышли из нашей зоны комфорта, поэтому ставим вверху дату, пишем прибыль, но вы должны понимать, что когда вы просите прибыль в каком-то конкретном размере, у вас должно быть не просто, ну пусть лежит, будет, да, так не работает, или эта сумма должна быть не запредельной для вас. Вы должны ее реально понимать, реально осознавать. Вы должны хотя бы раз в жизни до этого момента ее держать в руках. То есть не стоит просить $1 миллион, если вы его никогда в руках не держали, да, потому что вы физически не можете представить, как он выглядит, сколько он весит, ощутить его запах. Пишите ту сумму, которая вам нужна, условно говоря. Если вам ваш новый автомобиль стоит там 3 миллиона 500 тысяч рублей, значит он стоит 3 миллиона 500 тысяч рублей, мы просим именно эту сумму. Если вы просите новый парфюм, да, например, вот чтобы сюрпризом, внезапно так, да, тогда, если классика, там 10 тысяч рублей, если нишевый аромат, 50 тысяч рублей, да, то есть пишем, пожалуйста, конкретную сумму на какую-то конкретную цель и начинаем рисовать треугольники. Я прошу вас в этот момент обратить внимание на то, что вы чувствуете, какой прилив энергии вы сейчас получите. Представляете свою материальную цель, не представляете количество денег. Количество денег мы с вами попросили, да? Представляете именно конечный результат, ваша цель, что вы желаете. И вся вот эта вот острота, вся мощь, вся сила треугольника кто-то, может быть, хочет увеличения финансов своих. Они могут быть у вас в хаотичном порядке. Меня бросает в жар, это абсолютно нормально, потому что та энергия, которую несет в себе треугольник, вот эта вот энергия конфликта, да, ее называют мощная энергия, мы ее используем всегда для прорыва, для того, чтобы активировать действия, для того, чтобы вот да, все, мы готовы, пусть будет именно так, как мы хотим. Давай, дорогая Вселенная, нам всю силу. Вот, я думаю, достаточно мне треугольничков. Денежки я выбрала рисовать зеленым. У меня деньги ассоциируются либо желтый цвет, золотой, да, но чтобы вам лучше было видно, я выбрала зеленый или зеленый, соответственно. Визуализируйте сейчас свою цель, максимально представляете, как вы идете в магазин, да, и покупаете. В магазин, в автосалон, в отдел продаж, куда вашей душе желается, туда вы идете. Несмотря на то, что проблема сейчас, я сегодня, представляете, узнала, что мемы о том, что что-то закончилось в стране, это совсем не мемы в интернете, а правда. Вот, поэтому главное не только даже, чтобы
было. На что купить? Главное, чтобы была возможность приобрести ваше желание, вашу мечту, да? Но вы большие молодцы, вы за всем работаете. Так, эту работу можно рисовать лучше на растущую луну. Смотрите, треугольник до тех пор, пока мы не провели нейрографическую линию, да, он для вас, по сути, безопасен. Но прошу вас прислушаться внимательно к тому, что мы будем делать, да, потому что когда мы сейчас, мы будем проводить с вами нейрографическую линию, мы будем создавать эти новые нейронные связи, будем откладывать все в вашем бессознательном. Следите за своими эмоциями, за чувствами, потому что такое еще время, такую работу мы с вами делаем. Следите, будьте внимательны, да, все закладываем. Ну и что, и давайте проведем нашу невероятно красивую, плавную, бионическую нейролинию, да. Она напоминает русло реки, облака, у кого с чем ассоциируется. Очень плавная. Можно даже выдохнуть. Я начала быстро, потому что тот колоссальный приток энергии, который идет после рисования треугольников, он, конечно, дает о себе знать. Сколько вам захочется. Вот пока не почувствуете, что достаточно, все, пришли деньги. Есть мечта. Ее можно пойти и исполнить. И все у вас хорошо. Если где-то недостаточно вам линии, если хочется провести еще раз, проводите, пожалуйста, да. Думайте о своей цели, думайте о вашем желании. Вас не должно ничего останавливать на пути к вашей цели. Никакая проблема, никакая пандемия, никакая там политическая ситуация в стране. Думайте только о себе, думайте только о своей цели. Можете вспомнить для того, чтобы как можно больше энергии ощутить крайний раз, когда вы брали какую-то большую сумму денег и шли и исполняли свое желание.
вот этот вот настрой, вот эта вот энергетика, которую вы тогда испытывали, она ваша волшебная палочка-выручалочка вообще, в принципе, в достижении любых ваших желаний. Нейрографика, не нейрографика, да. Вы просто должны всегда уметь вернуть себя в то состояние вот этого вот восторга, когда, да, вы берете и исполняете свое желание. Желания исполняются из состояния вашего эмоционального, что да, оно исполнено. Вы испытываете этот восторг, у вас нету какого-либо страха. Страх – это самый большой ваш вредитель. Вот, поэтому от него всегда нужно избавляться. Вспомните, как дети, когда вы были ребенком, да, можете посмотреть на примере своих детей, они ничего не боятся, они любопытны, им все интересно, и они знают, что они купят вертолет, когда вырастут. Они знают, что они будут водить хороший автомобиль, они знают, что могут пойти и купить конфеты в магазине, любые. И у них нет в этом преград, и в этом прелесть. А для них нет разницы, они не понимают еще, они не понавешали эти ярлыки, это дорого, а это дешево, поэтому получится. Ярлыки навешиваем мы сами, когда становимся взрослыми. Поэтому очень важно, чтобы вы не потеряли и сумели возродить в себе вот это чувство, когда все возможно. И теперь мы начинаем округлять все, что округляется. Треугольники мы с вами не трогаем, только внутренние углы немножечко мы округляем. Думайте о своей цели, почувствуйте, как у вас по телу разливается такой золотой свет, такая энергетика, которая... Все, не волнуйся, у тебя все получится, все исполнится, все уже исполнено. Потому что как только это становится исполненным в вашей голове, это становится исполнено в реальном мире. Внешние углы оставляем острыми. У вас после этого рисунка достаточно долгое время на протяжении дня будет сохраняться такой прилив бодрости, огромное количество энергии. Действуйте, может быть, вам придет в голову какая-то гениальная идея, которая поможет осуществлению вашего желания. Все в ваших руках. Я, если честно, несколько недель уже работаю с треугольниками. События складываются удивительно. Но такое движение, такой драйв, что очень хочется, даже ловлю себя на мысли периодически, что хочется просто отдохнуть. Так что будьте внимательны к своим чувствам, к своим ощущениям, главное не перегореть. Побудьте с собой,
Визуализируйте уже исполнившуюся вашу мечту, желание, цель, как угодно можете это назвать. Вот ваша мечта, она с вами. Что вы чувствуете? Восторг. Попробуйте сейчас рисовать все это из этого состояния восторга. Мощнее треугольников нету ничего. Кто боится, лучше не рисовать. Но если вы до этого момента уже досмотрели, я думаю, что вы уже параллельно вместе со мной рисуете, ничего не бойтесь. Кто есть у меня в телеграм-канале, я недавно писала про бакет-лист. Условно говоря, что нужно сделать, да, пока ты жив. Можете это отнести в свой бакет-лист, да, порисовать треугольники. На самом деле бакет-лист очень крутая штука. Даже был такой фильм, я не помню название, но он мне очень запомнился. Девушка имела какие-то там накопления, всю жизнь берегла, что-то там откладывала. И идет к врачу на обычный осмотр и говорит, ну все, осталось месяц. Вот, она снимает все деньги со счета и вот начала делать все из списка своих желаний, да. Бакет-лист – это ваш лист, что вы хотите успеть сделать, пока вы живы. Вот, эта девочка начала впервые в жизни жить на полную катушку. Она полетела на какой-то там горнолыжный курорт, научилась кататься на лыжах, поехала, отдохнула где-то там в океане, на берегу океана, купила себе роскошную сумку мечты. Ну, как бы, куда дальше, а что дальше? Вот, ну, и была, соответственно, весь месяц безумно счастливой. Когда она через месяц пришла к врачу, он ей говорит, вы знаете, нам очень жаль, но мы ошиблись, вы абсолютно здоровы. Вот. Конечно, здорово, что она здорова. Сбережения она все потратила, но она в этот момент жила. Она чувствовала себя счастливой. Может быть, кто-то из вас живет от отпуска к отпуску, да, может быть, кто-то из вас живет какими-то мечтами о будущем. Жизнь, она есть здесь и сейчас. И бакет-лист, соответственно, очень крутая практика. Это не список желаний, это список, что вы хотите успеть, пока вы есть в этом мире. Как бы я ни боялась, мне, например, одни из примеров, да, примеры можно найти также в интернете, да, мне все-таки очень хочется поплавать в клетке с акулами. Может быть, вы хотите спрыгнуть с парашютом и посмотреть мир с высоты птичьего полета. Так, одну секундочку. Вот, то есть все желания, самые смелые, можно делать. Одно из моих желаний, кстати, было, как это так, всю жизнь брюнеткой и еще ни разу не была блондинкой. У кого-то переход занимает месяц, у меня он занял 6 часов. Тоже желание из бакет-листа. Может быть, вы хотите отправиться в кругосветное путешествие или же прыгнуть с тарзанки в
каньон, да, то есть вот что-то такое. Подумайте, что вам хочется. Как ваши ощущения? Можете уже после окончания работы поделиться в комментариях, что вы чувствуете, что испытывали. Ну вот у меня сейчас полный восторг. Кстати, с парашюта прыгала больше никогда в жизни. В тот день я считала достаточно долго своим вторым днем рождения. Ну, в любом случае, кстати, по поводу бакет-листа. Будучи ребенком, маленьким совсем, да, у меня в школе, точнее, это была еще не школа, это был воспитательница в шестилетке, да, то есть даже не учительница, а вот именно воспитательница в продленке. Чтобы вы понимали, достаточно такая женщина, которая доедала за детками, да, она не покупала себе еду, она все вот прям откладывала до копеечки, говорила, вот уеду, заживу. Но ее не стало в самолете. И она так, по сути, и не пожила. Поэтому не забывайте о том, что да, можно откладывать, обязательно нужно думать о будущем, о счастливом будущем, но да, точно так же жизнь есть здесь и сейчас. И вот эти вот моменты, которые доставляют вам радость, это и есть жизнь. Синдром вот этого вот откладывания на потом, он радости не принесет, и вы его не запомните. Именно поэтому люди всегда помнят отпуск, но достаточно смутно могут вспомнить, что делали там 15 дней назад. Так что ощущайте сейчас свое желание. Вот этот вот приход, ощущайте мощную энергию треугольников. Достаточно много линий получается. Яркие, сильные эмоции, сильные впечатления. Подышите, может быть, кому-то плохо станет, да? Я имею в виду, голова закружится. Наслаждайтесь своей мечтой, рисуйте сейчас из состояния исполнившейся мечты. Вы используете всю энергию сейчас Вселенной, максимальное количество для прорыва к вашей цели. Можете подумать о своем, можете музыку себе включить, да, медитативную, прям медитируйте. Можете представить, что вы там в своей цели рисуете, да. Совершенно немного осталось.
сейчас очень сильно горят щеки, горит все тело. У меня прям перегруз энергии. Знаете, может кто-то сказать, меня распирает от энергии, даже так. Поострее уголок. Дышите, останавливайтесь, визуализируйте. Может, кто-то из вас свечечку зажег, да, чтобы огонечком еще все это усилить. Намеренно делаю уголочки острее. Если кто-то хочет, может тоже заострить немного. Пожалуй, я закончила с округлениями, только сказала, и вот еще увидела. Ну что, мои хорошие, теперь мы с вами берем цвет. Кто-то ярче, кто-то светлее. На самом деле, по-хорошему, не думайте о том, какой цвет вы сейчас возьмете. Пусть ваши руки сами его выберут. Да, разложите перед собой карандаши красивые, цветные. Да, может быть, кто-то текстовыделителями хочет это сделать. Мне просто больше нравится карандашами. Да, и можно приступать. Вас представьте, как будто одно ваше намерение пронзает другое ваше намерение, намерение иметь. Желание, по сути, оно важно, да, но намерение, которое вы вкладываете, все решено. Да, я желаю, а дальше идет, да, это мое решение, мое намерение, и все получится.
Я выделяю треугольники. Может быть, вы какие-то другие фигуры, может быть, вы как-то по-другому хотите что-то оформить. Тоже, пожалуйста, да. Я показываю саму идею. Вы не должны бояться допустить ошибку. Ошибок не бывает. И все мы люди, поэтому мы можем ошибаться. Но если вы это делаете с намерением, да, что все получится, и вас ждет положительный, позитивный, да, результат, который обязательно достигнет, да, там, вашей цели, поверьте мне, ошибок у вас не будет. Ну, не будет их. Единственное, с красным, наверное, все же стоит быть поосторожнее, потому что красный, он цвет страсти. И розовый, он все-таки больше считается цветом любви, да. Да, я знаю, что я делаю, какие цвета я беру. Я беру все 5 элементов. Дерево питает землю, земля питает огонь, тоже в порядке. Так, ошиблась, сори. Дерево у нас питает огонь, огонь питает землю. В земле находят металл, оговорилась. В земле находят металл, и на металле собирается конденсат, да, и образовываются капли воды. Вот, ну, собственно говоря, нет разницы, в каком порядке вы это все прорабатываете цветами. Присутствие тоже хорошо. Пусть будет многослойность цветов. Главное, вы еще проходите по всем этим границам, да, которые у нас есть. Вы их стираете. Но при этом вы сохраняете всю силу, всю вот эту вот мощь треугольника. Мысли сейчас вообще не в цветах. Я уже ремонт делаю. Помните, кстати, что белый это тоже цвет, и вам совершенно не обязательно всю работу пытаться закрасить.
белый это тоже цвет. Если где-то вот хочется как-то, да, вписать это все во вселенную своего мира, можете использовать другие цвета, да, у вас полным-полно еще места для полета вашей фантазии. Твердое намерение, твердая решимость иметь всегда приведет вас к положительному результату. И вы знаете, руки чешутся, очень сильно чешутся руки. Сейчас расскажу для чего. Вот оно мое. Желание. И посмотрите, как получилось на работе, какое количество треугольников его пронзает. Найдите свое желание на листе. Можете использовать для этого руку, да? Округляем все, что округляется. Вот оно, мое желание, я о тебе думала. Почувствуйте, какого оно размера, какое оно сейчас, да, может быть, оно потребует у вас чуть больше, да, несколько раз провести. Но, тем не менее. Ну что, проведем с вами линии поля, чтобы добавить еще больше энергии. Энергии и впечатлений. 2, 3, 5 линий. Не надо изрисовывать абсолютно все, да?
И не забываем, конечно, округлять. Кому-то 2 достаточно, кому-то 3, кому-то 5, много не стоит. У вас и так безумное количество энергии здесь уже задействовано. Вот как-то так оно даже само еще разок пошло. Что-то хорошее мне принесет. Хочется не знаю, почему выбрала эту фигуру фиксации, но она здесь есть. Может быть, это у меня, кстати, даже психологически, да, вот она стрелка в будущее. Вы тоже можете как-то интерпретировать. Много раз говорила, да, схематично прошлое, настоящее, будущее, да. И вот мы идем в будущее, вперед со всеми нашими желанными финансами. Максимально их усиливаем. Собираем всю энергию для прорыва. И, конечно, наше желание гармоничное, центр мироздания всего, энергия мироздания, целостность, да, олицетворяет круг, безопасность. Ваше желание, оно абсолютно безопасно, оно абсолютно экологично для вас, для вашей семьи и для других людей. Поэтому оно обязательно у вас исполнится. Вот и все. Что ж, мы задействовали всю самую мощную энергию, которая только есть, энергию треугольников, энергию конфликта, использовали для прорыва, для активности наших действий. И я искренне желаю вам, чтобы все ваши материальные желания исполнились. Благодарю всех за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Пока-пока!